Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим безумно вкусный заварной крем с белым шоколадом и сливочным творожным сыром. Он прекрасно подходит для прослойки любого бисквитного торта. Подготовим все необходимые ингредиенты. Первым делом готовим заварную основу для крема. Молоко переливаем в кастрюлю с толстым дном. Добавляем приблизительно 3/4 отмеренного сахара и ставим на плиту. Нагреваем до полного растворения сахара, доводя почти до кипения, до появления активного пара. Оставшуюся 1/4 сахара соединяем с крахмалом и перемешиваем. В удобной емкости соединяем эту смесь сахара и крахмала с желтками и перетираем венчиком до однородной массы. Когда молоко прогрелось и сахар полностью растаял, вливаем его тонкой струйкой к желткам, приблизительно половину или чуть больше, при этом непрерывно перемешивая. Получившуюся смесь возвращаем обратно в кастрюлю и снова ставим на плиту. Увариваем крем до загущения, постоянно непрерывно помешивая. Все подробности и нюансы приготовления заварного крема патисьер я рассказываю в отдельном видео на моем канале. Ссылка в подсказке на экране и в описании этого видео. Теперь горячую заварную основу выливаем на шоколад. Обратите внимание, что дно сотейника должно остаться чистым, без признаков уплотнения или подгоревшего крема. Значит, что вы все сделали правильно. Оставляем секунд на 20, чтобы шоколад начал таять, и перемешиваем до полного объединения крема с шоколадом. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать. Можно вынести в холод для ускорения процесса остывания или поставить в емкость с холодной водой. Когда заварная часть крема остыла до комнатной температуры или немного выше, можно объединять с творожным сыром. Творожный сыр слегка разминаем венчиками миксера на самой низкой скорости. Он должен быть комнатной температуры. Когда творожный сыр стал более пластичным, в несколько приемов добавляем подостывшую заварную основу. После каждого добавления перемешиваем до объединения на низкой скорости. Не взбиваем, а просто перемешиваем. В результате должен получиться вот такой очень вкусный, однородный и пластичный крем. Его можно сразу использовать для сборки торта. Единственное, что сразу консистенция крема очень мягкая, и торт нужно собирать в кольце. После сборки крем в торте стабилизируется в холодильнике и станет более плотным по текстуре. Если вам нужно собирать торт без кольца, тогда нужно дать крему немного постоять в холодильнике и стабилизироваться до нужной вам плотности. Потрясающе вкусное сочетание получилось с заварным бисквитом с ягодами, рецепт которого я давала в предыдущем видео. Ссылку на бисквит тоже оставлю в описании. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, вас ждет очень много интересного. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео.